Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык на канале Русторис. Я убежден, что изучение иностранного языка должно быть увлекательным и доставлять вам настоящее удовольствие. И я надеюсь, что наши рассказы вам в этом помогают. Сегодня я прочитаю рассказ от лица начинающего парапланериста. Итак, поехали. Уже много лет я смотрел на эти разноцветные купола в небе над нашим городом и представлял себя парящим на параплане. Но я только смотрел и ничего не делал. Может, мне не сильно хотелось, а может, я думал, что это очень опасно. Как потом оказалось, летать на параплане не так уж страшно, особенно если делать это с профессиональным инструктором. А тем временем годы шли. Парапланеристы летали, а я нет. И ничего не происходило. И вот я решился. Созвонился с инструктором, расспросил про то, как одеваться и какую брать обувь, уточнил размер оплаты и в первую же субботу поехал навстречу неизвестности. Я немного волновался, но оказалось зря. В этот день полетов не было. Ветер был слишком слабый, и я просто бродил среди разочарованных парапланеристов и прислушивался к их непонятным разговорам. Я мало что понимал из того, что они обсуждали, но не переспрашивал и вел себя очень скромно. Во второй день, в воскресенье, я поехал опять, но уже особо не надеялся, потому что, как мне объяснил инструктор, из 7 дней в неделю только однажды получается полетать. В нашем городе ветер очень любит внезапно менять направление, и ничего невозможно предсказать заранее. Но в этот раз нам повезло. Ветер был в нужном направлении, правда, временами слишком порывистый. Перед нами несколько ребят чуть было не убились. Ветер подхватывал их парапланы до того, как те успевали взять управление под контроль. Их швыряло на камни, а парашюты бесконтрольно тащило в противоположную сторону. Страшно было наблюдать. Но народ собрался опытный и какой-то бесшабашный. Все сразу бежали на помощь, гасили купол и хватали пилотов за руки и ноги, чтобы тех не унесло. Мой инструктор был самый спокойный и уверенный в себе. Он никуда не бегал, а полулежал на земле, облокотившись на рюкзак с парапланом. Он жевал травинку и внимательно наблюдал за ветром и попытками пилотов благополучно оторваться от земли. Я тоже сорвал себе травинку, чтобы выглядеть так же уверенно. Но она оказалась какого-то гадкого вкуса
и я еще долго плевался и чистил себе язык носовым платком. Постепенно и с помощью других инструкторов все пилоты, разбежавшись, взмывали в небо. Небо на глазах расцветало от пестрых куполов. Это было красиво и волнующе. Тут я начал осознавать, что сейчас настанет и моя очередь. Появился холодок в животе. Наконец, инструктор встал и позвал меня. Я застегнул шлем и надел толстовку. В небе прохладнее, чем на земле, и ветер ледяной. Инструктор поправил мне шлем и прицепил ко мне специальное кресло пассажира. Оно выглядит как рюкзак, когда стоишь на земле. Но в воздухе ты на нем сидишь и держишься за боковые ремни. Потом он надел похожее крепление на себя и начал раскладывать купол. Тот сразу начал надуваться ветром, но те, кто были на земле, помогали и придерживали концы параплана, чтобы тот лежал правильно. Дальше началось самое страшное и ужасно веселое. Он развернулся лицом к куполу и поднял его в воздух. Тот сразу надулся от ветра и нас потащило вверх. А я это скорее почувствовал, чем увидел, потому что моя задача была стоять неподвижно лицом в другую сторону и ждать команды бежать. Мне крикнули «Беги!» и я побежал. Но, по-моему, я сильно мешал инструктору, путаясь под его ногами. Склон под нами плавно ушел вниз, и мы, оторвавшись от земли, полетели. Я просунул руки под лямки, поерзал, уселся поудобнее и только тогда осмотрелся. Аж сердце в пятки ушло, как высоко мы летели. Слышался только шум ветра, шорох купола и писк высотомера у меня где-то за плечом. Мы парили, то опускаясь вниз, то резко взмывая вверх. Как объяснил инструктор, наша задача – войти в восходящие потоки воздуха, тогда можно парить очень долго. Полет получился не очень продолжительный, около 20 минут. Мы благополучно сели, правда, я споткнулся и подвернул ногу. Но все равно впечатлений от полета было много. И теперь очень хочется этот опыт повторить. Но только не сейчас, а может быть через месяц или два, когда перестану хромать. Друзья, если вы когда-нибудь летали на параплане, дельтаплане или прыгали с парашютом, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Я очень жду ваших комментариев, особенно если вы напишете их на русском языке. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!